Onlarınki iki gönül değil. Onlarınki iki kor. Yani öyle seviyorlar birbirlerini. Müvekkillerin Boran Alboran'ın yaşadığını bilmeden iyi bir niyetle ve hukuka uygun şekilde evlenmiştir. Birliktelikleri herkes tarafından takdir görmekte ve birbirlerine olan sevgileri halen devam etmektedir. Cihan ve Alya Alboran'ın evliliğinin hükümsüzlüğüne dair talebin reddedilmesini ve mevcut evlilik birliğinin korunmasını Sayın Mahkemenizden talep ediyoruz Sayın Hakim. Gereği düşünüldü. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе новых видео. События новой серии не останутся просто похищением, несчастным случаем или спасательной операцией, они станут испытанием, которое определит, кем станут Джихан и Аля вместе. Джихан и Аля перестанут быть просто двумя любящими людьми, а станут единым целым, действующим сообща, принимающим решения вместе и готовым вместе платить цену. Это единство укрепит их, но также станет угрозой для всех окружающих. В этом процессе Джихан впервые станет не просто защитником, а фигурой, открыто принимающей чью-либо сторону. Защита Али перестанет быть для него рефлексом и станет частью его личности. Поддержка Али перестанет быть выбором для Джихана, превратившись в образ жизни. Поэтому Джихан не отступит, никому не будет подчиняться, и эта позиция особенно расстроит Барана и госпожу Садакат. Аля, напротив, в этом эпизоде полностью перестанет быть пассивным персонажем. Трагедии, то, что случилось с Зериен, затруднительное положение Каи и тьма, созданное Демиром, пробудет в Але мужество и стойкость. Аля больше не будет просто любящей, а станет той, кто борется, когда это необходимо, противостоит, когда это необходимо, и говорит горькую правду, когда это необходимо. Заявление Али «Я законная жена Джихана» будет не просто словами, оно будет означать заявление Али о своей позиции перед миром. Джихан и Аля перестанут скрывать свою любовь, воспринимая ее не как нечто, что нужно скрывать, а как истину, которую нужно защищать. Такое отношение не уменьшит, а наоборот усилит давление на них, но Джихан и Аля больше не поддадутся этому давлению. Ни угроза Барана, ни нерешительность госпожи Садакат, ни сплетни окружающих не заставят их отступить. Госпожа Садакат будет вынуждена принять этот союз, но это принятие будет не искренним миром, а капитуляцией, вынужденной обстоятельствами. Садакат Ханем будет притворяться, что принимает Алию, чтобы не потерять Джихана, одновременно пытаясь угодить Барану, чтобы не потерять его. Этот двойной стандарт никого по-настоящему не успокоит, наоборот, он лишь усилит неуверенность в себе. Баран, тем временем, будет воспринимать Джихана и Алию как собственное поражение. Эта ситуация вызовет у него чувство собственной никчемности, сделав его более агрессивным, властным и опасным. Чем агрессивнее станет Баран, тем жестче станет Джихан, и напряжение между этими двумя мужчинами перерастет из личного конфликта в экзистенциальный. В этот момент Джихан начнет защищать не только Алию, но и себя. Каждое слово, каждый взгляд и каждое движение Барана будут размывать границы внутри Джихана. Джихан станет менее разговорчивым, менее многословным, но более ясным, резким и решительным. Эта трансформация не испугает Алю, наоборот, она придаст ей уверенности, потому что она больше не будет видеть рядом с собой нерешительного мужчину, а мужчину, сделавшего свой выбор. Аля станет единственным человеком, способным смягчить нарастающий гнев Джихана. Взгляд, голос и прикосновения Али уравновесят ярость внутри Джихана. Поэтому для Джихана Аля станет не просто возлюбленной, а убежищем. Для Али Джихан станет не просто любимым человеком, а опорой. На этом этапе бракоразводный процесс перестанет быть просто юридической процедурой и станет проверкой того, будет ли официально признан союз Джихана и Али. Решение судьи будет означать гораздо больше, чем просто результат на бумаге, оно определит, как эти двое заявят миру «Мы здесь». В этом эпизоде Джихан и Аля перестанут быть просто романтической стороной истории и станут ее моральной и эмоциональной опорой. Их единство либо преобразит, либо еще больше омрачит всех вокруг них. Никто не сможет оставаться нейтральным рядом с ними. Это создаст порог, на котором Джихан и Аля заявят не только о своей любви друг к другу, но и о том, какую жизнь они готовы прожить вместе и против чего будут бороться.
Как только этот порог будет перейден, пути назад не будет, и история перестанет вращаться вокруг событий, а будет вращаться вокруг выбранных сторон и личностей. Это перестанет быть просто историей погони или похищения и станет поворотным моментом, который необратимо изменит характеры всех. С началом родовых схваток Зерин время потеряет для всех смысл, и каждая секунда станет судьбоносным моментом, определяющим, продолжится ли жизнь. Кая сосредоточит все свое существо на Зерин, наблюдая не за ее путем, а за ее лицом, дыханием, дрожанием губ, и эта интенсивная концентрация ослабит его рефлексы. В этот хрупкий момент появление Демира станет не только физической угрозой, но и вызовет страх, который парализует разум Каи, создав предпосылки для катастрофы. События, последовавшие за аварией, откроют для всех новую дверь, ведущую к опустошению. Кая останется без сознания, Зерин попадет в руки Демира, не будучи спасенной, и с этого момента история превратится из попытки спасения в историю разрушения. Возможность того, что ребенок Зерин не выживет, создаст самый серьезный разрыв в этом процессе, и эта потеря будет означать не только потерю ребенка, но и разрушение невинности Зерин, ее мечтаний о будущем и чувства безопасности. Вместо того, чтобы цепляться за жизнь, Зерин достигнет точки отстраненности, но пустота, созданная потерей ребенка, не привлечет ее к Демиру, а наоборот, заставит ее замкнуться в себе, где она ожесточится. Когда Кая проснется, его первым рефлексом будет произнести имя Зерин, и не обращая внимания на свои раны, тело и разум, он начнет ее искать. Для Каи поиски Зерин перестанут быть вопросом любви и станут вопросом существования. Эти поиски одновременно укрепят его и постепенно поглотят. Даже если Кая доберется до Зерин, он не найдет прежнюю Зерин, и этого соединения не будет счастливым концом, а скорее борьбой двух израненных душ, пытающихся удержаться друг за друга. Когда откроется правда о том, что Ипек сообщила Демиру о местонахождении Зерин и Каи, это будет не просто откровением о предательстве, это станет отправной точкой цепной реакции катастроф, обрушившихся на всех. Станет ясно, что информация Ипек напрямую привела к похищению женщины, оставлению мужчины умирать и смерти младенца, необратимо изменив Ипек и всех, кто ее знал. Тем временем Джихан и Аля будут цепляться друг за друга все более открыто, заметно и решительно в этой тьме. Они начнут открыто и без колебаний проявлять свою любовь на глазах у всех, и это станет угрозой, особенно для Барана и Садакат Ханем. Баран воспримет этот союз как собственную потерю, полностью потеряет контроль и начнет прибегать к более агрессивным и опасным действиям. Госпожа Садакат внешне примет ситуацию, но внутренне будет сопротивляться, пытаясь навязать это принятие Барану. Принятие госпожой Садакат того, что Джихан и Алия стали мужем и женой, вызовет серьезный разрыв в ее внутреннем мире, и это принятие будет восприниматься не как мир, а как обязанность. Для Барана же этого принятия никогда не произойдет, и он будет пытаться саботировать этот союз при каждой возможности. Раскрытие связи Барана с болгарами снова создаст ему проблемы, и эта угроза будет преследовать его, как призрак из прошлого. Как бы Баран ни пытался убежать, это темное прошлое найдет его, загоняя в угол, делая его еще более агрессивным и опасным. Комментарий Барана в адрес Каи: «У тебя вошло в привычку пялиться на чужих жен», и ответ Каи ударом кулака полностью высвободят подавленную ненависть Барана, и с этого момента Баран будет позиционировать Каю не просто как соперницу, а как врага. Судебный процесс, инициированный Бараном, станет не просто юридическим разбирательством, а превратится в психологическую битву. Решение судьи о разводе Джихана и Али будет не просто формальным, оно покажет, будет ли их любовь официально признана, и все будут ждать этого решения как судьбоносного приговора. В этом эпизоде история выйдет за рамки вопроса о том, кто прав, а кто виноват, и будет развиваться через то, кем стал каждый персонаж. Невинность уступит место жестокости, любовь — сопротивлению, а надежда — инстинкту самосохранения. Выживание Зерина, непоколебимая решимость Каи, солидарность Джихана и Алии, а также растущая изоляция Барана сформируют новую ось сюжета, и все, что произойдет после этого, определит не судьбы персонажей, а их личности. На этом мы подошли к концу еще одного анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.